Меня зовут Джавгар Джабадановна. Я из селения Харбук, Дахадельского района. Я кузнец. Джавгарат, расскажите немножечко о себе. Мы знаем, что вы потомственный кузнец, но, может быть, побольше про свою семью, как вы вообще, почему вы пришли к этому делу, кто вас вдохновил? Вот в детстве я помогала бабушке и дедушке. Когда они работали, в горне надо было 3 человека. Старший мастер и подмастер. Третий, который им подают воздух. Они всегда с собой взяли меня, самая маленькая. Но надо было им помогать, воздух подавать. Я смотрела на них всегда, интересовалась. Они такие старые, умные были. Рассказывали разные сказки. Работали в кузнице. От этого, наверное, я тоже научилась от них. С детства я тоже работаю. Но где-то в 8 классе я впервые нож делала сама. А вы здесь родились? Да, здесь родилась. И родители здесь, и И бабушка родители, с да, у меня все здесь. Коренные жители этого села. У нас село и так мастерами, оружейниками были все люди. Раньше, где этот памятник дальше Киша, туда слышны были разные звони молотка. Одни кусы делали, одни подковы делали, все работали в селе. После 80-х вот, у нас раньше был художественный комбинат. Комбинаты ткала, вот, ковры, дежураби делала, работала в комбинате. Тогда какое-то время эта кузнечная работа не нужна была. Но потом уже заказали в комбинате ножи. То есть вы и плести ковер умеете? Да, и ковры делаю, и пласы делаю, и дежураби делаю, и керамику? нитку делаю. Керамику только, керамику керамику не пробовала пока. Остальные все, и пахала, и косила, и все. Но семью надо было все равно содержать. Но после этого у нас вот распало все, комбинатов нету, дальше начали уже в своем кузнице свою ремесло делать, продолжить. Работали все у нас, которые комбинаты работали, без работы же не сидят. Одни серпи делали, одни косы делали, одни подковы делали, все работали у нас. А у каждого было какое-то распределение, да? У каждого человека свое ремесло. Из соседних сел даже приезжали люди, меняли что-то, покупали, заказывали. Примерно нам заказали, вот, дедушка внуку заказывает кинжал, саблю, отец сыну, мать научила дочку этому ремеслу, чтобы они все узнали, как заработать хлеб. Но и женщин прям Да, учили? у нас работа не отделилась, это муж должен делать, это жена. Так они не делились. Утром рано вставали 4 часа, работали все. Муж с женой работал в горне, сын с отцом работал. У кого кто есть, они друг другу помогали, вот так работали. После вот мы тоже так с утра вставали, работали, до сих пор и работаю. А ваши дети? Дети тоже научились этому ремеслу. Старший сын окончил художественный, младший сын окончил художественно-графический институт, и все трое у меня закончили. Дочка закончила медицинский и художественно-графический окончили.
Они тоже умеют все делать. Если понадобится, могут. Да, сыновья сейчас тоже кухонные эти ворота, люстры, перили, цветы, все этим ремеслом занимаются у вас сыновья. Дочка своим работает, медициной работает, она тоже умеет. Вот. У меня вот школа была художественная. Я научила в своем селе вот, детишек, 24, почти 45 учеников было у меня, 4 группы. Я 9 лет преподавала, вот, их научить этим ремеслу. Я вот когда окончила 10 класс, хотела поступить на медицинскую. Это наша бабушка не разрешила. Не надо, говорит, девочкам в город отпустить нельзя. Лучше свадьбу сыграем, замуж отдадим. Раньше старшие говорили, это закон был тогда. Вы переживали тогда? Конечно. Расстроились? Конечно, расстроилась, до сих пор расстроилась. Не то, что тогда, а и сейчас тоже расстроена. Я же хотела учиться. На медицинскую учиться хотела. Вот, когда дочку родила, думала, эту отправлю, хоть дочка будет учиться. Дочку отправили учиться вот, на медицинскую. Но все равно она тоже хотела в институт поступить. Но когда это акушерскую закончила, она хотела институт, но не получилось. Ее тоже замуж выдали. А замужней уже нельзя, да? Конечно, мужчин не оставляют учиться. А вот ремесло не хотелось, как не было мысли бросить, может быть? Или Ну, если учиться получилось, но сумму было бросить и работать другим этим. Но не получилось, что поделать. Это тоже делать меня не заставляет же никто. Да. Когда свободное время занимаюсь. Свободно от домашних дел? Да. А какие еще домашние дела? Ну, понятно, готовка. Корову держала, бичка держала, хозяйство надо было смотреть, детьми, 3 детей. Не трудно было же в молодости все. Кое уройцентали ахойр бирно куцакуцен керойсулис укана хахакойц. Ука. Но все равно решила свое ремесло продолжить и работать. Муж тоже работал этим ремеслом, хоть окончили педагогический, но все равно он тоже занимается кузнечным ремеслом. Мы его открыли школу здесь, художественную. Здесь, да. Открыли школу. У нас учеников было, вот, почти 45 учеников было у нас. 4 группы. Они занимались утром 2 группы, после обеда 2 группы. Мы учили их, научили. Где-то там до 13-го года. А потом уже опять закрыли школу. Не было детей или почему? Ну, детей было, но все равно, не знаю, сократили учителей, поэтому то есть вообще пришлось, школу закрыли да, в селе? И да, сейчас да. нет школы в селе? Нет. Ну, школа есть, обычная школа, Да. но художественная нет. Раньше художественная школа тоже была же. С 80-го года художественная школа была у нас. Эту закрыли. После этого и так одни где-то близких людей, сыновья, дочеря вот, приходят, чтобы их научили, сидят с нами домой вместе, сюда, да? Работают, да. А есть кто-то, кто обучился уже здесь у вас дома и решил продолжить и Да, сделать есть такие ученики, которые у нас научили этим ремеслу. И работают в Махачкале, у нас, где сыновья работают, вместе с ними работают. 3-4
почти 6 учеников. То есть они Вместе просто с ними приходили домой, да, здесь здесь учились с вами. научились, у нас научились и уехали туда учиться, учились своим этим политех окончили одни этот юридический ход окончили, они работают в кузнечном деле. А что самое сложное в вашей работе? Ну, это ковка, закалка, это самая тяжелая работа. Физически, да? Да, физически. Но остальное уже привыкла работать. Научилась ко всему. Остальное все легко. Остальное все легко? Да. А нет такого, что устаете, может быть, хотя это, наверное, творческая работа, но нет какого-то повторения чего-то и Ну, рутины? когда работаем, ну, не одинаковая же работа. Все по-другому, еще покрасивее сделать, чтобы легче работать. Ну, Что-то изобретаете постоянно? да. Когда узоры делают, всегда другие делаю, что придутся в голову. Более красиво сделать и другой делать. Но бывает такое. Ну, не доедает такую работу. Ну да, конечно. Да. И не устают, чтобы по-другому делать интересно же. Да. И такой вопрос. Чувствуете ли вы связь со своим родом, занимаясь вот кузнеческим делом, со своими, вот с бабушкой, с девушкой, которая Да, вас иногда обучает? вспоминаю, когда с бабушкой впервые я работала, сидела с бабушкой, пуговицы делала из алюминия, круглые вот такие маленькие пуговицы делала, и чернь наложила сверху. Чернь тоже ручной был. Сейчас же в магазинах продают чернь. Но тогда они сами делали из сажи и из бури. Из этих они сами делали чернь, наложили на эти пуговицы. Пуговицы были большие, тулупные пуговицы, для женского тулупа, для этого. И еще мужские тулупы, у нас говорят кечу, которые отсюда, кечу говорят, это традиционный этот мужской пиджак. Интересно посмотреть. Да, они такие, как женские это платья были. Без рукавов? Не, с рукавами. У нас кечу говорили, вот с этим. Бывает сейчас танцевальные эти костюмы, да. Такие были, черные. Ну, старых людей вообще интереснее были тогда. Как вы видите будущее села? И Ну, будущее уже кузнеческого дела? Село, вот видишь, 2-3 кузнеца остались сейчас в селе, никого нету. Ну, все уезжают, наверное, через 10 лет никто не останется. А вот само ремесло, оно будет жить, как вы думаете? Будет, Может быть, не здесь, будет, а всё-таки? но все равно наши люди, вот, где уехали, там и работают своим ремеслом все равно. И передают тоже Да, своим передают своим внукам, сыновьям, но все равно хоть знают эту работу, это тяжелая работа. Одни это не делают, ну, другую, более легкую работу находят и этим занимаются. Потому что я почему еще такой вопрос задала, что вот кайтакская вышивка, да, вот говорят, что утеряна уже. Да. И, Вот обновили все, их нет уже. да, к сожалению. Но у нас тоже, вот, даже вот наши сыновья, вот, когда работают, они, у них иногда бывает 8-10 учеников. Это у мало, них, да? у Или это них много? работают. Но все равно будет продолжить это ремесло. В общем, у вас оптимистичный настрой. Да. Это хорошо, это радует. А еще такой вопрос, как вы видите будущее Дагестана в целом?
Из Дагестана. У нас в Дагестане многонациональный народ, но у нас в Дагестане все знают. И каменщики, и плотники, и шлифовщики, и резьба по камню, по глиняне, все. У нас в Дагестане все ремесло. Будет цветать наш Дагестан. То есть вы тоже оптимистично на все смотрите, да? Что Да, будет все это развиваться? да, будет развиваться, и все у нас будет хорошо. Иншаллах. Джамгарат, о чем вы мечтаете? Сейчас, в данный момент. А? Сейчас. Вообще, может быть, не прямо сейчас, да, чтобы, может быть, мы закончили? Поскорее закончили. А в целом, есть ли у вас какие-то мечты? Если, конечно, можно не поделиться. В данный момент, как сказать, мечты у всех людей бывают разные, но сказать, как это... Ну, это оставим этот вопрос. Что должна быть какая-то недосказанность. Да. Видите ли вы какую-то миссию в вашем деле? Да. Да, это тоже оставим. Может быть, вы скажете какую-то мудрость, которую вот вам смогли передать родители, что вы запомнили с детства, или, может быть, бабушка с дедушкой, опять же, и что вы стараетесь передать своим детям? Я то, что могла, передала своим детям, даже близким, сельчанам. Все, что могла, я передала. Ну, шить научила одних вязать научила, вот. Узоры рисовать научила. Ну, и моему ремеслу тоже научила. И нитку делать научила. Ко всему научила, что могла. А сейчас, ну, готовить разные блюда научила. Ну, и близких научила, и своих. А что передать сейчас? Всем вам здоровья, счастья, чтобы побольше езжали в разные города, спрашивали разные вопросы, что к чему, ко всему. И вы научились, и другим сказали, вот такие вещи видели вы, что узнали, передали своим близким. Спасибо. Решили поплакать, да? Жизненный опыт, типа, да? Ну да. Тысячелетие. Это как будет? Тысячелетие вижу на твоих Не, руках, подождите. старая мама моя, когда молишься, что-то такое стишок был. Я забыл. Большой. Мои родные.